Привет всем, друзья! 3 года назад, в недалеком 2019 году, весь мир узнал о мальчике из Индии, который своими способностями в астрологии и предсказаниями по расположению небесных тел удивил весь мир. Тогда же многие стали подозревать его родственников в связях с масонами или сильными мира сего. А то откуда у маленького Абиги такие точные данные о будущем? Лишь великий Мишель Нострадамус в свое время мог писать целые книги, катрены в которых разделены по датам и историческим эпохам. Они сообщают нам о будущем. Но Мишель долгие годы изучал звезды и историю. А тут маленький мальчик, который только пошел в школу. Откуда у него такие знания? Однако же Абиги увлекался звездами с тех пор, как научился говорить. В Индии астрология – наука почитаемая с древних времен и по настоящее время. Бабушка Абиги, занимаясь с внуком, показывала ему вместо алфавита хинди расположение планет и звезд, так как сама увлеченно читала и собирала древние астрономические справочники и книги. Мальчик настолько проникся космосом, что уже в 5 лет принял участие в своем первом конкурсе на звание лучшего астролога Индии. Более того, он стал победителем. Этот факт поразил многих, так как даже именитые и умудренные опытом деятели науки не смогли сравниться с маленьким мальчиком. Тогда небогатая семья Ананда стала известной на всю Индию, и миллионеры готовы были озолотить мальчика только лишь за то, чтобы он правильно предсказал им динамику цен на драгоценные металлы и ресурсы. Каким образом ему это удавалось, до сих пор остается загадкой. Но в середине 2019 года в своем тогда еще микроблоге Ананд сделал потрясающее заявление о том, что уже в конце года мир настигнет страшная эпидемия, которая будет длиться годами. От нее не будет лекарства, и именно она станет причиной сокращения населения Земли в ближайшие годы. На его видео поначалу обратили внимание лишь конспирологи, но даже им сложно было поверить в то, что такое может случиться уже в самое ближайшее время. После того, как выяснилось, что мальчик оказался прав, на его блог подписались более 1 миллиона человек. Сегодня астролог из Индии является самым знаменитым предсказателем в мире, который не обладает талантом ясновидения, но точнее всех может прогнозировать будущее по звездам. Безупречная точность дат и даже месяцев из предсказаний мальчика была неоднократно проверена, чего стоит лишь наш недавний ролик о будущем, где он поделился прогнозом на июль 2021 года. Наводнение и гибель одного из лидеров стран. Все сбылось. Именно в июле не стало президента Гаити. Сегодня мы поговорим о следующих предсказаниях индийского астролога на конец 2021 и 2022 год. Мы расскажем вам о предупреждении Ананда для людей всего мира и о том, что нас ждет. Итак, самое важное астрономическое событие, произошедшее с 18 на 19 ноября 2021 года, а именно самое продолжительное лунное затмение за 580 лет истории, Абиги называют тяжелейшим по силе влияния на события Земли. Его, в отличие от множества других затмений, можно рассматривать в ракурсе наиболее приближенном к событиям, происходящим на Земле. После его свершения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе будущего, не избежать перемен, будь то социальная сфера, политика, экономика или другие. Причем затмение такого масштаба наши предки, что были близки с природой, называли предупреждением, что значит, оно может оказать влияние не только на отдельные народы или общности людей, не на избранные страны и континенты, а на всю планету. По меркам небес людям было дано предупреждение о скором свершении какого-то мощнейшего по силе события, которое должно затронуть всех. Каждое затмение индивидуально, и все они разделяются по силе влияния, но можно сказать совершенно точно, что это астрономическое событие сопровождается выделением космической энергии, способной изменять уровень энергии на планетах всей Солнечной системы. В широком смысле человек есть часть космоса, и каждая клетка его организма способна улавливать даже малейшие изменения в уровне и стабильности энергетического поля Земли. Эти глубинные процессы способны изменять судьбы целых континентов. И каждый выброс такой энергии влияет на самочувствие людей, но основные изменения происходят в атмосфере планеты.
и могут запустить спящие природные процессы и стихии. И если большинство затмений, что происходит на Земле, по силе довольно умеренны и способны повлиять на погоду, уровень осадков, слабозаметную сейсмическую активность, то такие всплески энергии, что достигают Земли после редчайших затмений масштабов цикла в несколько веков, обязательно повлекут за собой глобальные перемены. Первое. Будет затронута недвижимость. Абиге Ананд утверждает, что знак Тельца, что сопроводил затмение, а также точки, из которых в определенные временные промежутки можно было его наблюдать, дают четкое указание на потрясения, связанные с местами обитания, с жилищем, с предприятиями и другой недвижимостью. Причем потрясение случится уже очень скоро. Здесь можно делать свои прогнозы, что же это конкретно будет. Возможно, в результате природных катаклизмов люди останутся без жилья. Может быть также катастрофический рост или падение цен на недвижимость. Абиге говорит, что уже сегодня следует готовиться к неожиданностям, которые могут привести к серьезным последствиям для людей. На почве нехватки жилья могут случиться столкновения и конфликты. Нужно переосмыслить всю отрасль, говорит Ананд. Возможно, построить более доступное жилье в местах, защищенных от буйства стихий, наводнений и землетрясений. Сделать резервные и доступные по цене постройки для людей для временного проживания, чтобы в случае чего они не остались на улице. Далее геополитика также будет затронута. В первую очередь произойдет сдвиг в сторону глубочайших проблем во взаимоотношениях Индии и Китая. Накал страстей будет усиливаться, что непременно приведет к изменению позиций этих стран на мировом уровне. Это событие будет сопровождаться геополитическими переменами и в других странах. В ближайшие 2 года, 2022-2024, будет резкая смена центров влияния государств. Также глубочайший кризис ожидает и отрасль животноводства. Абиге просит по-доброму относиться к животным. Многие из них в последующие 2 года переживут тяжелое время. Это значит, что некоторые виды живых организмов могут и вовсе исчезнуть, тем более, что и сегодня немало видов, находящихся на грани вымирания по причине деятельности человека. Что же готовят 2 будущих года для животных и почему многие не выстоят в это время, нам еще предстоит увидеть. Если есть соображения на этот счет, поделитесь ими в комментариях. Месяца март и апрель 2022 года будут нелегкими для всех людей мира. Это время Абиге называют геополитическим бумом. Самые тяжелые месяцы в ближайшем году, и к ним людям стоит подготовиться. Нужно укреплять свой дух и здоровье, и самое главное знать, что этот кризис также преодолим. Но в долгосрочной перспективе потребуется много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию и начать двигаться дальше. Интересно, что индийский мальчик называет месяца, идущие сразу после даты пророчества Ванги. О знаменитом Дне 5 двоек. 20 февраля 2022 года, конец 2-го месяца в году, день самый тяжелый для жителей Земли по прогнозам Великой Ванги. Абиге же говорит, что март и апрель станут самыми сложными месяцами. Возможно, людям предстоит справляться с последствиями некоего глобального события, что готовит нам природа. Далее Ананд говорит о мощном знаке планет, которые в краткосрочной перспективе в течение ближайших 2 месяцев будут расположены уникальным образом. Так же, как было во времена древних, что молили небеса о дожде и получали ответ. Осадков будет настолько много, что это станет настоящей катастрофой сразу для нескольких континентов. Случатся мощнейшие наводнения в истории, а в апреле 2022 года будет уже понятно, насколько велики масштабы природного буйства. Далее Ананд говорит, что любая энергетика Земли может перетекать из одной формы в другую. Негативная энергия может стать позитивной и наоборот. Так как в ближайшее время на Земле будет происходить множество негативных событий, задача людей в данной ситуации – это преобразовать как можно больше энергии вокруг себя в положительную. Очень помогает молитва и медитация, сказал Ананд. Если человека будет окружать добро, добрая энергия, которую дарит молитва, образ мыслей, которую порождают добрые поступки, то ему не страшна энергия зла, что стремится к увеличению и росту. Она будет концентрироваться там, где больше негатива, и обойдет стороной дом того человека, в котором будет царить добро и благодать.
Таким образом, главное наставление для людей – это в такое тяжелое и непредсказуемое время заручиться поддержкой высших сил, молиться и совершать добрые дела, начиная с мелочей. Только так, вместе, мы сможем противостоять негативу, обезопасить себя от влияния и последствий разрушительных сил. Из любой ситуации человек может извлечь для себя полезный опыт, и будущее говорит нам о том, что наступило самое лучшее время, чтобы начать работать над своей духовной составляющей, взрастить свои лучшие качества, раскрыть истинный духовный потенциал и продолжить жизнь в мире и гармонии с природой и высшими силами. А вы что думаете о прогнозе Ананда на ближайшее время? Верите ли в предсказания по звездам или считаете, что такое невозможно? Давайте обсудим в комментариях. Если было интересно, не пожалейте лайк. Подписывайтесь и переходите на наш официальный сайт, где много статей о будущем и подборка интересных видеороликов о том, что нас ждет. Спасибо за внимание. До новых встреч!